Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, я рад вас видеть на канале «Сделай сам». В этом видеоролике попробую вам все наглядно рассказать и показать, как собирается обвязка для баньки. То есть мы начали строить баньку потихоньку, полегоньку, попытаемся закрыть ее к Новому году, коробку под крышу. И для вас хочу сделать формат серий с рассказом, как это все будет происходить. Первым этапом у нас будет формироваться обвязка. Друзья, обвязку мы будем делать из пакета досок. Доску мы закупили сухую, строганную, доска калиброванная, беленькая, чистенькая. Сейчас, по Московской области, многие спрашивают, какой ценник, то есть он разбегается от 30 до 40 тысяч. У всех по-разному, разные регионы, разные цены. Доска сухая, не путайте ее с естественной влажностью. Из естественной влажности мы построили дом, немножко хапнули щелей, конопатки, поэтому впредь уже больше не используем такую доску, а стараемся искать что-то получше. Если кратко, небольшая предыстория. Фундамент у нас выполнен на винтовых сваях. Фундамент устанавливала компания КЗС, это комплексное загородное строительство. На сегодня у них приятный ценник, потому что у них есть свое производство, они производят там более 1000 свай, если не больше, за сутки. Есть свои монтажные бригады, то есть этот вопрос решается буквально за один день. Ребята приезжают, сами все быстро размечают, ты только показываешь точки, куда их вкрутить. То есть все грамотно более-менее устанавливают, то есть закручивают винтовую сваю, ниже глубины промерзания, учитывают ваш грунт, либо заливают, либо засыпают пескобетон, наваривают оголовки. Все проверяется водяным уровнем. У нас тут есть небольшой перепад, выше 50 сантиметров, поэтому также были сделаны дополнительные укосы из уголка. И весь фундамент, еще раз, я уже сам потом покрасил защитной эмалью 3 в 1. Кто будет ставить фундамент, друзья, я рекомендую смело, ссылочку оставлю на ребят, кто устанавливал мне, вроде вопросов особо никаких нету. Ну и в дальнейшем посмотрим, как он себя будет вести. Далее, что у нас? Сейчас идет подготовка под обвязку, как я уже и сказал. Будет собираться из пакета досок на шпильки, на гвозди. Все буду подробно рассказывать, показывать. Ну а вам я желаю, друзья, только приятного просмотра. Со мной трудятся 2 удивительных человека, с которыми познакомились на строительном фесте. Поэтому я еще раз призываю классно снимать видосы, кататься на мероприятия, знакомиться под вкусный напиток, общаться и потом просто ржать, угорать и в итоге, встречаться на строительном объекте и вместе потихоньку ставить интересные постройки. Еще раз вам желаю приятного просмотра и потихоньку полетели. Буду стараться вставлять вставки и что-то показывать и объяснять.
Так, друзья, давайте немножко кратко расскажу, пробежимся. Сейчас собрали внешний контур, то есть потихоньку начинаем уже закладывать вторые досочки. Сейчас будем их напиливать. Момент какой по внешнему контуру? Не забываем, доска у нас... на обвязку у нас идет доска 150, чистовой размер 145 на 45, потому что доска сухая строганная. Такая доска крепится на 3 гвоздя. Гвозди 90, ершоны бьются с Неллера с пистолета. Далее, какие моменты? Собрав внешний контур, выравниваются диагонали. То есть у нас все диагонали сошлись. Можно, в принципе, приступать далее. Какой момент? Собирая обвязку из пакетов досок, не забывайте, у вас должна появляться вот такая елочка. То есть пакет досок. Это считается правильная сборка. И потом потихоньку будут добавляться, наращиваться доски. Я вам это все в дальнейшем покажу. Также у нас тут есть небольшая терраса. Она где-то 2,80 у нас получилась. Там будет отдельный пакет досок, а сверху уже будет укладываться лаги пола. Мы тут очень сильно уходим от проекта. Друзья, не забывайте, вообще в идеале, если вы строите что-то подобное, домик такой. Ну, садовый домик еще ладно, можно как бы глаза закрыть. А вот если более-менее уже серьезный домик, то, конечно, желательно нужен проект. Либо его заказывать, искать, кто сделает, либо самому садиться и чертить на бумаге. То есть, чтобы знать, куда какая доска нужна. Мы тут очень жестко уходим от проекта. То есть, по проекту у нас идет обвязка из бруса. Мы делаем обвязку из пакета досок. Далее у нас там в проекте указаны лаги пола, тоже 150-я доска. Мы закупили 200-ю доску. В проекте указана доска с шагом 59 мм. Мы будем делать шагом 40 см. Но я думаю, вперед паровоза не будем бежать. Все вам расскажу, покажу. Я сейчас принес уже шпильки. Тут глухари, шайбы, гайки. То есть все это потом также будет закрепляться на шпильке. Ну, в общем, все покажу. Так что потихоньку едем дальше. Так, друзья, и я поставил камеру подальше, чтобы можно было примерно что-то рассказать и объяснить. К сожалению, темнеет очень быстро, то есть, ну, как-никак зима, то есть уже в 4, в полчетвертого дня у нас уже темнеет. Благо, у ребят есть фонари, то есть, и можно какую-то работу, скажем, доделать, ну, то есть, закрыть этап за один день. Если кратко, подводим итоги, у нас закончился первый строительный день. За сегодня сделали полностью обвязку из пакетов досок, то есть по 3 доски везде в круг, доска 150, ну чистый размер 45 на 145. Я буду называть 50 либо 150, ну чтобы и вам было проще, и мне как бы не оговариваться.
Давайте немножко по размерам. То есть это у нас будет каркасная баня. Размеры у нас, я сейчас тоже буду примерно называть. То есть это 4, как лучше даже назвать. У нас есть вылет, это метр на 4. А сама длина постройки у нас 4 на 8,5. Если округлить, короче, 5 на 8. Примерно общая постройка где-то 5 на 8. У нас есть терраска, это 3 на 2,5 метра. Основная комната большая такая, это 4 на 5. И помывочная и парная примерно 2 на 4. То есть помещение будет 2 на 2, 2 на 2. Но это еще в дальнейшем разберемся, потому что вообще по проекту это обычный садовый домик. Мне он понравился внешне, потому что, опять же, есть кукушка, 2 яндовы, небольшой эркер. То есть, ну, выглядит интересно, классно, и все необходимые помещения есть. То есть, по сути, ну, как я считаю, мне так кажется, так правильней. Это мое мнение, может никто не согласится. Если бы я хотел просто баню, в которой можно париться, я бы уже давно какую-нибудь там баню-бочку купил бы, не знаю, к себе к Новому году. И уже бы сейчас сидел бы с веником. А мне хочется сделать какую мысль, какую идею. У нас есть дом, да, детишки подрастают, соответственно, становятся постарше, захочется отметить день рождения, поэтому мы ставим вот такой мини-праздничный домик, скажем так, чтобы всегда можно было, и я мог ребят пригласить, там, посидеть с друзьями спокойно, никому не мешая в доме, и дети подрастут, смогут спокойно тут посидеть, отметить день рождения, похулиганить, попраздничать, скажем так. В общем, какая тема? У нас есть терраса, да, она будет открытая, под крышей. Можно летом в теньке, под дождем посидеть на террасе, покушать, отдохнуть, свежий воздух. Если у нас зима, холодно, у нас будет где-то примерно, наверное, вот здесь дверь, мы заходим, у нас будет вот такая, ну, небольшая, но объемная, просторная гостиная комната. Соответственно, будет столик, диван, будет вот тут по прямой панорамное окно. А дальше у нас будет два помещения. В одном можно будет там в душевой кабине там сполоснуться, помыться. Во второй комнате небольшой, но спокойно троем, четвером можно будет посидеть, попариться. Как бы, ну, я вообще рассчитываю на 2 человека, то есть больше не надо. То есть строим для себя, чтобы было все в кайф. Что касается первого этапа, как я и сказал, за сегодня собрали обвязку из пакета досок. Это 3 доски. Общая масса получилась 150 на 150. Все пробито гвоздями, ершонами. Каждый пакет досок, каждый метр пробит по 2, по 3 гвоздя. Сама обвязка прикручена к сваям. По 3 глухаря через каждый оголовок. Глухари у меня 120, длина через усиленную шайбу. Также на каждый оголовок положена гидроизоляция, то есть это кусок, квадрат битумный такой, ну, рубероид, давайте будем простыми словами называть. То есть гидроизоляция, чтобы разорвать между металлом и деревом пространством. Доска вся запилена в елочку, то есть везде она имеет такой, скажем, стык-паз, чтобы все это было надежно, сильно скреплено. Также сделан вынос, это также будем называть 150-й брус, на который дальше уже, ну, завтра, я так понимаю, будет укладываться пол. Так что, друзья, в принципе, обрабатывать я антисептиком не собираюсь, потому что сейчас мороз, плюс у нас подъем от земли. Тем более у нас доска вся сухая, строганная, все это будет проветриваться. Обрабатывать я не собираюсь антисептиком, потому что, как я и сказал, холодно, все это замерзнет, смысла нету. Плюс сейчас дождей нету, погода сухая, морозостойкая, антисептик нафиг не нужен. Если уж весной делать нефига будет, то обработаю как минимум обвязку и лаги пола. Так что вот так, друзья, пишите вопросы, пишите свои комментарии. Я стараюсь больше снимать, меньше болтать. Плюс тут рубит на получастка музон, чтобы тоже не напрягаться, лишний раз ходить, не тыкать. Поэтому потихоньку процесс идет. Подписывайтесь на канал. В следующей серии буду подробно показывать и рассказывать, как делать лаги пола. Как обычно, мы уходим от проекта. Доска у нас будет не 150, а уже 200. Шагом, как я и говорил, 400. Перед этим мы попробуем
я попросил ребят сделать такой момент. Мы сначала зафигачим все сеткой от мышей, потом постелим ветровлагозащитную мембрану, а потом будем собирать лаги пола. В следующей серии все подробно вам расскажу и покажу. Надеюсь, все, что я вам рассказывал, не была моя обрезанная голова. Вы все видели. Ну а вам я желаю удачи. Надеюсь, что еще в этом году мы закроем свой такой интересный этап. Это собрать коробку под крышу, нашу будущую баню. Еще раз спасибо, всем хорошего настроения, всех с наступающим Новым годом, друзья. Ставьте цели, добивайтесь и всегда идите вперед. Всем пока-пока.